за что скажу я. А не скрою от вас ничего, был шайтик тогда. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста... Скажи мне, товарищ, попал в руки ты за что? Скажу я вам, братцы, все правду. Глава первая. Иной раз в наших местах задаются такие характеры. Такие характеры!
всем довольстве и добре житие Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости езжала мало, да и то. Поедет она с мужем по своему купечеству. Народ все строгий. Как сядет, да как пройдет, как встанет. Живя девушка в бедности, она ж привыкла к свободе. Пробежать бы с ведрами на реку. Да искупаться бы в рубашке одной. Под пристанью. Или обсыпать через калитку прохожего молодца под солнечную лузгою. Тут все иначе. Станут муж со свекром ранехонько. Напьются в 6 часов. Напьются в 6 часов утра чаю, да и по своим делам. А она одна. Слоняет слона из комнаты в комнату. Везде чисто. Тихо. Лампады сияют перед образами. Нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого. Детей у Катерины Львовны, ну, 5-й год. 5-й год. Как она вышла замуж за Зиновия Борисовича, не было. Но ведь Зиновия Борисовича не было. Но ведь у него не было детей от первой жены, с которой он прожил сколько? Да лет 20, прежде чем овдоветь. Думал он и надеялся, ну даст Бог ему от второго брака наследника. Купеческому имени и капиталу. Да. Но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось. Дай! Бездетность это
очень сильно огорчало Зиновия Борисовича. Да ни одного только Зиновия Борисовича, старика Борис Тимофеевич тоже. Так даже и самую Катерину Львовну это очень печалило. Скука. Непомерная скука в запертом купеческом доме. С высоким забором. И спущенными цепными собаками наводила тоску, доходящую до одури. Да она рада бы. Да Бог весть, как рада бы понянчиться с деточкой. Ну вот, попреки. Чего шла? Да зачем шла замуж? Не родится? Да надоело. Словно какое преступление сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим. Скука. Скука русская. О которой весело говорят даже удавиться. Глава вторая! А баба села на ноги, весела, там наказали, спали, сразу стало весело. Поехали оба! А вот, матушка Катерина Львовна, свинью живую вешали. Какую свинью? А вот свинью Аксинью, что родила сына Василия, да не позвала нас на крестины. Мама, ругаясь, начала оправляться. Ну-ка, а сколько вам мне будет? Четыре пуда, 7 фунтов. Да ладно, 3 пуда. 7 фунтов. Диковина. Ой, чё ж ты дивуешься-то, а? А что у вас, Катерина Львовна? 3 пуда потянула. Вас, я так понимаю, весь день на руках носить надо, и то не уморишься, а только за удовольствие будешь это для себя чувствовать. Да ну что ж, я не человек, что ли? Небось, тоже устанешь? Они, боже мой. В Аравию счастливую занес бы, отвечал Сергей. Знаешь, ну-ка, дай-ка, что есть такое на тяжесть, разве дело наше тянет? Нет, мил человек, дело-то наше, оно на весу ничего не значит, а вот сила наша тянет, сила не тело, а тело тянет. Ну, пусти ее. Я в девках страсть сильна была. Меня даже не всякий мужчина одолевал. А ну-с, позвольте ручку, если, как это правда, попросил Сергей. Ну, позвольте ручку.
выпустил хозяйкину руку, и от ее толчка отлетел на 2 шага в сторону. Да, вот ты и гляди, что женщина. А вы позвольте-ка так взяться на барки? Относился, раскидывая кудри, Серега. Ну, берись. Отвечал, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки. Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Так, Катерина Львовна только было шевельнула плечами, а он... Ой, а он приподнял ее от пола. А у меня на сарафане. Поносил немного на руках, сжал и посадил тихонько На опрокинутую мерку. на опрокинутую мерку, да. На опрокинутую мерку. Ой. Чего? Получи царя небесного! Давай, сыпь, зевай! Гребла, не забай! Будут вершки наши! Лешки. Скажи, товарищ, попал в рудники ты за что? А скажу я вам, братцы, всю правду, а не скрою от вас. А ничего, обрушайте тогда атаманом и белых 60 молодцов. Любил выходить на дорогу и грабить проезжих купцов. Любил выходить. Не, ну девичур проклятый этот Сережка, а? Вот всем подлец взял, что ростом, что лицом, что красотой. И улестит, и до греха довезет. А что уж не постоянный подлец, так при непостоянный, непостоянный. А ты, Аксинья, того. Чего? Мальчик-то твой у тебя жив? Да жив, матушка, жив, а что им будет-то? Там, где они не нужны, там же они живущие. И откуда это он? У тебя. Играет волнами. В нем радость и горе всегда перед нами. Да гулевой
матушка, Гулевой, в народе ведь живем. Гулевой. Радость и горя. Всегда. А давно у нас? Всегда. Ну кто? Ну этот, молодец. А никто не узнает. Серег, что ли? Да. Да с месяца как будет. А Да что? прежде у Копченовых служил. Так прогнал его хозяин. Чего? Говорят, самой хозяйкой в любви был. О. Завтра съем станет отрядовская душа. А что? Может замочиться. А что завтра съем станет? Не, ну какой смелый. Глава 3. Здравствуй. Тихо сказала ему Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня. Теплые молочные сумерки стояли над городом. Да. Свекра Борис Тимофеевич не было дома. Не было свекора Бориса Тимофеевича дома. Уехал! Уехал к старому приятелю на именины. Даже и к ужину заказал себя не дожидаться. А тебе какое дело? Зиновий Борисович. Зиновий Борисович! Зиновий Борисович. Еще не вернулся? Понимаете, он на мельнице. Вода ушла. Ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удается. Ну все, вода ушла. Ее ж скорой рукой-то не захватишь. Так, а тебе какое дело? Сударыня. 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 Произнес кто-то через 2 минуты у запертой двери Катерины и Львовны. Кто это? Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать. Кто? Под сараем. А? Кто? Комбат. Кто? На высокие душистые сеновалы. Кто это? Кто-то! Не свекор ваш Борис Тимофеевич, уж точно, да и не супруг. Не извольте пугаться, это я, Сергей. Что тебе нужно, Сергей? Дельце к вам, Катерина и Львовна, имею. Дельце? Что за дельце? Просить вашу милость об одной малость желаю. Позвольте зайти на минуту. Что тебе? Пришел к вам, Катерина и Львовна. Пришел к вам, Катерина и Львовна, спросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает. Ой, у меня, Сергей, нет никаких книжек. Не читаю я их, отвечала Катерина Львовна. Такая скука, жаловался Сергей. Чего ж тебе скучать-то? Вопрошала его Катерина Львовна. Помилуйте, как не скучать? Человек я молодой. Живем мы словно как в монастыре каком. Опять жаловался Сергей. А вперед видишь только то, что, может, на гробовой доске должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаяние иногда приходит. Ну чё ж ты не женишься там? Вопрошала его Катерина Львовна. Легко сказать, жениться. Человек я незначительный.
Хозяйская дочь за меня не пойдет. А по бедности у нас, Катерина Львовна, сами извольте знать, необразованность. Рассказывал Сергей. Ну, а разве они могут что об любви понимать как следует? Вот извольте видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешении бы только для него были. А вы у них как канарейка в клетке содержитесь. Да. Да, мне скучно. Помилуйте, как не скучать, сударыня, в этой жизни? Хашаб даже и предмет какой у вас был со стороны. Чего? Ну, так как другие прочие делают. Так вам и видеться с ним даже невозможно. Да ну нет, нет, это ты не то совсем. Мне бы вот... Мне бы вот, когда бы я себе ребеночка бы родила, вот и с ним, кажется, веселее бы стал. Ой, так позвольте доложить, сударыня. Ведь ребенок, он тоже, ну, от чего-нибудь тоже бывает. Они также. Я ж теперь по хозяевам столько лет, жившие на эдакую женскую жизнь, по купечеству глядячи, мы тоже не понимаем. Песня поется, без мила дружка обуяла грусть тоска. И эта тоска, доложу вам, Катерина Львовна, столь, могу сказать, собственному моему сердцу чувствительно, что вот взял бы я его, вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, 100 раз легче бы мне тогда было. А напрасно, а в тюрьме сижу. А напрасно. Вакуш. Так, что это ты мне тут про свое сердце рассказываешь? Мне это ни к чему, иди себе с Богом. Нет уж, позвольте. Катерина Львовна, знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете. Но только теперь, в этот час, в эту минуту, все это состоит в ваших руках, в вашей власти. Так, ты чего пришел ко мне? Ай! Да я за окном брошусь, понял? Жизнь ты моя, несравненная. На что тебе бросаться? Ну? Что, ударил сильно? Ой, сильно. Ай, да, ты пусти! Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и понес ее в темный угол. Ага. И оп! На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие глядела сквозь радугу слез. Господи, Царица Небесная, прости меня грех.
Это спустя полчаса. Иди. Чего я топереча отсюда пойду? Свекр двери запрет. Каких это людей ты знала, что им только дверью к женщине дорога? А? Мне что к тебе, что к тебе. Везде двери. А? Мне что к тебе? Что к тебе? Везде двери! Что к тебе? Что к тебе? Везде! Слова! Четвертое. Не спалось, Борис Тимофеевич. Да, не спалось, не спалось. Блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому. Подошел к одному окну. Подошел к другому. Смотрит. Ой. Из-под невесткиного окна, тихо-тихо, по столбу к низу спускается. Красная рубаха молодца Сергея. А на нем красная, на не рубашика, а к белу телу так и льнет. Выскочил Борис Тимофеевич, хвататься сзади. Тот развернулся было, чтобы съездить хозяин от всего сердца по уху. Что? Да и остановился, рассудив, что шум выйдет. Ты где ж ты был? Вор ты эткая. А где был, там меня, Борис Тимофеевич, сударь, уж нету. Ой-ой-ой. У невестки ночевал. Да про то опять-таки я знаю, где ночевал. А ты вот что! Борис Тимофеевич, ты моего слова послушай. Что, отец, было, того назад не воротишь. А не кладишь ты, по крайности, позору на свой купеческий дом. А сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь? Желаю я тебе спиду 500 плетей закатать! Моя вина. Твоя воля. Согласился, молодец. Говори, а? Куда идти за тобой? И тешься. Ты мою кровь. Повел Борис Тимофеевич Сергея в свою каменную кладовеньку. И стегал он его нагайкою, пока сам из сил не выбился, пока сам из сил не выбился! Бросил Борис Тимофеевич Сергея, покуда взбитая в чугун спина не заживет. Сунул ему кувшин, глиняный с водицы запер большим замком и послал за сыном. Но за 100 верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят. Не скоро ездят. Пусти. Пусти, тятенька Сергея взмолилась Катерина Львовна.
Старик так позеленел. Без Сергея ей час лишний пережить уже не в моготу стало. Ах ты такая сякая. Пусти, говорит Катерина Львовна, я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было. Худого ничего не было. А чем же вы таким занимались? Подушки Мушкины перетряхивали. Пусти. Борис Тимофеевич повторительно говорит. Катерина Львовна, последний раз прошу. Ну, коли так, это ж, коли так-то. Вот тебе! Сын Вероника, мы тебя, верную жену, вожжами своими руками выборем, а его подлеца я завтра же во строк отправлю. Ой. Ой. Глава 5. Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей. Началась у него изжога. Вдруг схватила его под ложечку. Рвоты страшные поднялись. И к утру он умер. И как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда собственными ручками приготовляла особое кушанье с опасным беленьким порошочком. Там кукушка кукует, там соловушка чует. Вы не видели, вы не слышали, где мой милый ночует. Дивным делом никому не вдомек. Умер Борис Тимофеевич. Да и умер. Иль в пути, иль в дороге, помоги ему, Боже. Если с девушкой на постелюшке, накажи его, Боже. Умер, поевший грибков. Как многие, поевшие их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеевича спешно. Да уж, даже и сына не дождавшись. Потому что время на дворе стояло теплое. Да уж, очень-очень тепло. А Зиновия Борисовича посланный не застал на мельнице. Ага. Тому лес случайно как-то дешево попался. Ага. Еще верст за 100. Ага. Посмотреть его поехал. И путем никому не объяснил, куда поехал. Ага. Да. Задивились было этому по двору-то. Да. Катерина Львовна всякого сумела найти своею щедрой рукой. Или я не такая, и походка другая.
Я хорошая, я пригожая, только доля плохая. Я хорошая, я пригожая, только доля плохая. И все это дивование вдруг сразу же прошло. Ну так зашла у хозяйки с Сергеем аллегория. Да и только. Ага. Ее же это дело. Ее и ответ будет. Но время катилось не для них одних. Спешил домой! Спешил домой! Из долгой отлучки и обиженный муж! Зиновий Борисович. Ох, ночка темна, ночка темна. Кругом горели огоньки, ночка темна, ночка темна. Встречала. Соселась я домой, пусть его свет меня додому. Глава 6. Спит и не спит Катерина Львовна. А только так ее смаривает. Так лицо потом и обливается. И дышится ей таково тяжело и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора. Пора ей проснуться. Пора идти в сад чай пить. А встать никак не может. Наконец кухарка подошла в дверь, постучала. Самовар под яблоней глохнет.
Катерина Львовна! Катерина Львовна на силу прокинулась. И ну, кота ласкать. А кот промеж ее с Сергеем трется. Такой славный, Серый. рослый, да притолстющий, толстый. И усы, как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней рылом и лезет, тычется тупою мордой в упругую грудь. А сам такую тихонькую песню поет, как будто ей про любовь рассказывает. Чего еще сюда этот котище зашел? Думает Катерина Львовна. А, сливки. Сливки тут-то я на столе оставила. Беспременно он подлый, у меня их вылыпает. Выгнать его хотела схватить рукой кота Катерина Львовна и выбросить. А он как туман. У нее между пальцев так и проходит. Однако, откуда еще этот кот у нас взялся? Никогда у нас в спальне никакого кота не было. А тут... Ишь какой! Забрался. Хотела она опять кота. Хотела она опять кота рукой взять и выбросить. Ну, его опять мимо. Да что же это такое? Уж это полно кот лип. Оторопь. И ее вдруг взяла и сон, и дрему совсем от нее прогнала. Катерина Львовна оглянулась по горнице. Никакого кота нет. 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 Ой. Лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает. Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала Сергея, миловала, поправила. Измятую перину и пошла в сад чай пить. А солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный волшебный вечер.
ночка темна, кругом горели огоньки. Ночка темна, Кругом горели огоньки. Вчера я с миленьким встречала. И уселась на ковре под цветущую яблонью. Сереж, чай пить. Ох, ночка темна, кругом горели огоньки. И что это такое, Ксенюшка, значит, пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко. Ой, что ты это? Да вот, не то чтобы во сне, а совсем наяву кот ко мне все какой-то лез. Ой, матушка, и что ты? Право, кот лез. А ночка темна. Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот. Ох, ночка темна, кругом горели. Ну и зачем тебе было его ласкать? Ну вот, поди, да я сама не знаю, зачем я его ласкала. Чудно, право! Восклицала кухарка. Да я сама надевиться не могу. Это беспременно. Так. Вроде как. К тебе прибьется кто-нибудь, что ли? Либо еще что-нибудь такое, но будет. Да что ж такое именно-то? Ну что именно? Ну, вот что именно, друг мой, это тебе никто не скажет, но только что-нибудь будет. Месяц. Месяц во сне видела, а потом этот кот, продолжала Катерина Львовна. Месяц – это младенец. Катерина Львовна. Вышла пауза. Катерина Львовна. Покраснела. А я позвал к ней сюда. Да кто я это милости? И то правда, поди пошли его, я его тут чаем напою. Вот я и говорю, позвать его, сказала Аксинья и заковыляла уткой к садовой калитке. Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала. Мечтание одно, отвечал Сергей. Ой, а чего же ему этого мечтания, Сережа? Прежде никогда не было. Ну, мало ли. Чего? Прежде не было. А? Мало ли чего. Прежде не было. Мало ли. Чего? Прежде я у тебя. Только глазком гляжу. Да сохну. А ночью
Иванович. Вон она. Вон она. Всем твоим белым телом владею! А ты сох же по мне, Сережа. Ну как же не сох? А как же ты сох? Расскажи мне про это. Что об этом рассказывать? Разве можно изъяснить, как сохнешь? Тосковал. Чего ж я этого, Сереж, не чувствовала? Что ты по мне убиваешься. Это ведь, говорят, чувствуют. Сергей промолчал. А для чего ты песни пел, если тебе бить по мне скучно было? А что, я, небось, слыхала, как ты на голдарей пел. Ну что, песни пел. Комар тоже весь свой век поет, да ведь не с радости. Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы деревьев, самыми причудливыми светлыми пятнышками разбегался по лицу. И всей фигуре, лежавшей навзничь Катерины Львовны. В воздухе стояла тихо. Только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Посмотри, Сережа, рай! Да! Рай-то какой! Дай справиться молитва моя, яко кадило пред тобою, воздаяние руку моею. Жертва вечерняя.
к тебе услышим я. Вон глаз Катерина Львовна, не получая ответа, все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Золотая ночь. Тишина, свет, аромат и оживляющая благотворная теплота. Далеко за оврагом, позади сада кто-то завел звучную песню. Под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей. В клетке на высоком шесте забредил сонный перепел. И жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни. А по выгоду за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак. И скрылась в черной безобразной тени старых полуразвалившихся соляных магазинов. Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву. А трава так играет с лунным блеском, дробящимся, а листья и цветы деревьев все ее позолотили эти прихотливые светлые пятнышки. И так на ней мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки. Или вот как будто вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону. Сережа. 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 А чё ты такой
такой нерадостный? Или, может, тебе уж и любовь моя наскучила? Что пустое говорить? Чего? Чего? Изменщик, Сережа, необстоятельный. Я даже этих слов на свой счет не принимаю. Чё? А чё ж ты меня тогда так целуешь? Это так только мужья с женами друг дружки пыль с губ подбивают. Ты меня, Сереж, так целуешь, чтобы вот с этой вот яблоньки, что над нами, молодой цвет на землю сыпался. Вот так вот. Слушай, Сереж, а чё это все в один голос про тебя говорят, будто ты изменщик? Кому это про меня брехать охота? Ну уж, люди говорят. Ну, может, ты изменял тем, какие совсем не стоящие. А на что дурак с нестоящими связывался? С нестоящими не надо и любви иметь. Ой, говоришь ты. Ешь-то как по рассуждению делается. Один соблазн действует. Ты с ней совсем просто, без всяких этих намерений. Заповедь свою приступил, а она уж тебе и на шею вешается. Я, Сереж, как там другие прочие были, я этого ничего не знаю и знать про это не хочу. Но ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого-нибудь, на какую-нибудь наесть иную променяешь, я с тобой, друг мой сердечный, живая не расстанусь. Вот. Ам! Ам! Ам? Ну, даже... Катерина Львовна, ты сама суди, какое наше с тобой дело? Вот сейчас вот первым делом муж твой нагрянет, а ты, Сергей Филиппович, давай, вступай на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Львовны в спальне свеченька горит. Да как она своим законным. Да. Возьмем. С Зиновием, с Борисовичем опочивать укладывается. Не будет этого! Весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой. Ну как так этого не будет? Я так понимаю, что совсем вам даже без этого невозможно. А я, Катерина Львовна, свое сердце имею. И могу свои муки видеть. Будь я, скажем, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы, то есть, с вами, Катерина Львовна, и ни в жизнь мою не расстался. А так сами посудите, что я за человек при вас есть. Видите, как вас поведут под белорученьки в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце. И может через 100 сам для себя на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Львовна, Я ведь не как другие прочие, кому от женщины надо только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь, и как она черной змеей сосет мое сердце. Катерина Львовна, мне что, это вам почет какой? Полюбовницей быть. Я бы хотел пред святым, пред вечным храмом мужем вам быть. Сережа! Так тогда я, хоть завсегда себя млажа пред вами считаю, по крайности, публично могу всем обличить, что я моей жены почтением своим к ней заслуживаю. И снова пошли поцелуи да ласки. Ох.
Только задула Катерина Львовна свечу. И совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик. Сон так окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, натешившись, наигравшись, так крепко, что и рука ее спит, и нога спит. Только слышит она опять, сквозь сон будто опять. Дверь отворилась, и на постель тяжелым осметком упал давешний кот. Да что же это в самом деле за наказание? С этим котом рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. Дверь-то теперь нарочно я сама заперла, окно закрыто, он опять тут. Сейчас его выброшу. Собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки. И ноги ее не служат ей. А кот, курный-мурный, так вот мудрено. Курныкает, будто слова человеческие выговаривает. Ходит по ней, по всей. По Катерине Львовне. По всей. Даже мурашки стали бегать. Нет, думает она, ничего больше, как непременно завтра надо будет взять на постель богоявленской воды, потому что какой-то странный кот к ней повадился. Охотом уткнулся у нее по духам. И так вот мудрено выговаривает. Ну, какой же, говорит, я кот. Это ты очень умно рассуждаешь. Катерина Львовна, ну, никакой я не кот. Вовсе. Именитый купец! Борис Тимофеевич! Только я тем совсем плохо стал. У меня внутри все мои кишочки от невестушкиного угощения потрескались. Оттого-то я и поубавился. И котом теперь показываюсь. Тому, кто мало обо мне понимает, что я такое есть. В самом деле! Как же ты живешь? Можешь? Катерина Львовна, как закон свой верно соблюдаешь. Я ведь нарочно с кладбища пришел поглядеть, как вы тут с Сергеем Филипповичем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны. Курны-мурны. Я ведь ничего не вижу. Ты не бойся. У меня от твоего угощения глазоньки повылезали.
Ты посмотри в глаза-то, дружок, не бойся. Глянула Катерина Львовна и закричала благим матом. Между ей и Сергеем лежит давешний кот, а голова у того кота, как и была у Бориса Тимофеевича, у покойника во всю величину. А вместо глаз по огненному кружочку в разные стороны так и крутится, так и вертится. Сережа! Тихо. Осторожно. С ноги на ногу. Переступаючи, действительно кто-то приближался к закрытым дверям спальни. Не отходи далеко. Кто там? Свои. Кто там? Свои. Это ты? Зиновий Борисович. Ну, я. Будто не слышишь. Что-то ночью перед зарей холодно становится. Зиновий Борисович взошел. Озираясь. Помолился. Зажег свечу. Еще раз огляделся. Ну как живешь и можешь, спросил он супругу. Ничего, отвечает жена, самовар небось поставить, спросила она. Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит. Убегает. Катерина Львовна. Сиди тут. Да куда ж сидеть? Сиди. Да куда я скажу? Ой, прибегает Катерина Львовна. А что ты там возилась долго, спрашивает жену Зиновия Борисовича. Самовар ставила, отвечает она. О, Сергею слышно, как Зиновий Борисович вешает на вешал свой сюртук. Вот он умывается, фыркает, брызжет во все стороны водой. Вот, спросил полотенце. Опять начинаются речи. А как это вы тятеньку схоронили? Так, отвечает жена, они померли, их и схоронили. И что это за удивительность такая? Бог его знает. Ну, а вы как тут свое время провождали? Наши радости-то чай всякому известны. По балам не ездим, по театрам столько ж. А словно радости-то и к мужу немного. Не молоденькие, тоже мы с вами, чтоб так без ума, без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия. Возвращается Катерина Львовна, а Зиновий Борисович стоит коленями на кровати и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным шнурочком. Ну что это, ну, Катерина Львовна? Ну, будучи в одиноком положении, постель надвое разослали. А все вас дожидало.
И на том благодарим покорно. А предметик этот теперь откуда? На вашей перинке взялся. В саду нашла, да юбку себе подвязала. Да? Мы тоже про юбки, про ваши кое-что слыхали. Что же ты услыхали? Да все про дела про ваши, про хорошие. Никаких моих дел таких нету. Ну это мы разберем, все разберем. Отвечал, пододвигая жене пустую чашку. Зиновий Борисович, на эти ваши дела, Катерина Львовна, все в ЕВ произведем. Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается. Что? Окликнул Зиновий Борисович. Ничего, проехали, отвечает жена. Ну ты гляди у меня того. Больно речисто здесь стало. А с чего мне и речистой не быть? Больше бы за собой смотрела. Нечего мне за собой смотреть. Мало ли кто вам длинным языком, что про меня наязычен, а я должна всякие надругательства над собой сносить. Вот еще новости тоже. Тут не длинные языки. Тут верно про ваши амуры-то известно. Про какие такие? Мои амуры. Знаю я про какие. Знаете, так что ж, говорите яснее. Зиновий Борисович промолчал. Я опять пододвинул жене выпитую чашку. Видно, и говорить-то не про что. Что вам там про меня доносили? Кто такой мой есть перед вами полюбовник? Да узнаете, не спешите очень. Что вам? Про Сергея, что ли? Что-нибудь набрехано? Ну зачем? Ну узнаем с Катериной Львовной. Нашей над вами власти еще никто не снимал. И снять никто не в силах. Сами заговорите. Вот он! Расспрашивайте. Его.
Меня. О чем так хорошо знаете-то? Еще и больше того узнаешь, что тебе хочется. Вышла пауза. Зиновий Борисович даже растерялся. Он смотрел то на жену, то на Сергея и ничего не понимал, к чему все это близится. Что ж ты, змея, делаешь-то? Расспрашивай. О чем так хорошо знаешь-то? Надо же. Бойлом меня задумал пужать. А я что, может, допреж всех этих твоих обещаний знал, что над тобой сделать. Так я то и сделаю. Что это? Слышь, вон, иди, вон. Сереж, пойди, голубчик, Сереж. Господи, боже мой. Да что это такое? Ну что вы, варвары? Или не Люба? Глянь-ка, глянь, мой Ясмин сокол, каково прекрасно. Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея. При муже. Глава 8. Да что же это такое? Не успел Зиновий Борисович доскочить до окна. Схватила его сзади за горло своими пальцами. Зиновий Борисович не защищался. Подержи его. Сергей сел на хозяина и коленями придавил ему руки. Зиновий Борисович выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и как зверь зубами закусил ему горло. Изо всех сил ударила мужа по голове литым подсвечником. По виску и по шее Зиновия Борисовича тоненьким шнурочком побежала алая кровь. Священника исповедаться. Хороший так будешь. Все, Сереж, полно с ним копаться. Попридержи ему горло хорошенько. Катерина Львовна нагнулась и придавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через 5 тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно с него будет». Зиновий Борисович лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. С левой стороны под головой стояло небольшое пятнышко крови, которое, однако, уже больше не лилось из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.
Вот тебе. Не лазь к жене вором. Не подкарауливай. Теперь шабаш. Сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса. Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке. Ну вот, теперь ты купец, сказала она и положила Сергею на плечи свои белые руки. Сергей ничего не ответил. Глава 9. Через 2 дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа. О, зато Зиновий Борисович в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресенья. Прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисовича, ходил он, повязав горло пунцовым платком, и жаловался, что что-то горло завалило.
А мужа-то Катерины Львовны тем временем хватились. Так и сам Сергей чаще прочих заговаривал. Про задержавшегося где-то Зиновия Борисовича. Ага. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет. Ну, ребят. А? Что это, ребята? Исправьте, однако, нашего хозяина по сю пору. Нетути. Нетути. Молодцы-то тоже дивуются. Пропал хозяин. Да и только. Да, пошли розыски. Ничего не открывалось. Купец как в воду канул. Ай-яй. Ай-яй-яй. По показаниям арестованного ямщика узнали только, что купец у реки под монастырем встал. Ага, встал. И пошел. Куда-то. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисович... Зиновий Борисович! Все не возвращался! Катерина Львовна лучше прочих знала, что возвратиться ему никак невозможно. Прошел так месяц. И другой, и третий. И другой, и третий. Наш капитал будет, Сережечка. Есть у меня наследник. Сказала Катерина Львовна и пошла жаловаться Думе, что так и так, что чувствует себя, что беременна, а в делах застой начался, стало быть, пусть ее, Катерину Львовну, до всего допустят. Не пропадать же коммерческому делу. Жена Катерина Львовна своему мужу законная. Долгов в виду нету? Ну и следует допустить ее. И допустили. И живет Катерина Львовна, царствует. А Серегу по ней уже Сергей Филипповичем называть стали. Здравия желаем, Сергей Филиппович. А тут? Здравия желаем, Сергей Филиппович. А тут? Хлоп! 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 Ни оттуда, ни отсюда новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеевич торговал не на весь свой капитал, что более чем его собственных денег. У него в обороте было денег его малолетнего племянника Федора Захарова-Лямина. Приятно вечерять, Сергей Филиппович. Приятного вечера, Сергей Филиппович. А эдак через неделю? Приятно вечерять. Через неделю. Бац! Из Ливен приехала старушка с небольшим мальчиком. Вышла пауза. Я, говорит, покойному Борису Тимофеевичу сестра двоюродная. А это мой племянник. Племянник Катерины Львовны. Племянник Катерины Львовны. Федя Лямин. Федя Лямин. Федя. Чего, Сережа? Ничего. Думаю. Сколь эти ливны дивны. Теперь, я так понимаю, наше с вами дело, Катерина Львовна, прах. Чего так прах, Сережа? Так от того, что все теперь это в раздел пойдет. Конечно, с тебя, Сережа, мало будет. Да я не о том, что с меня, я только в том сомневаюсь, что счастья того нам уж не будет. Как так? За что? За что нам с тобой, Сережа, счастья не будет? А? Оно точно, Катерина Львовна.
Вам это, может, и совсем не в интересе, а мне, как я вас уважаю. И опять же, супротив глаз людских, подлых и завистливых, ужасно это будет больно! Вам там как угодно, разумеется, а мне... А я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу. Удобно? Поехали. Пошел. И пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту. Что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до 9 месяцев после пропажи мужа. Достанется ей весь капитал. И счастью их тогда конца краю не будет. Глава 10. Тетенька. 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 На дворе стали ранние заморозки. А о Зиновии Борисовиче, тетенька, никаких слухов ниоткуда не приходило. Задумчивая. По городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь как и от чего. Молодая Измайлова все не родится была, все худела да чеврела. И вдруг спереди пухнуть пошла. А вот причествующий наследник Федя Лямин. А вот рочествующийся наследник Федя Лямин в легком пиличьем тулупчике бегал себе по двору, да ледок по колдобинкам поламывал. Ну, Федор Игнатьич, ну, купецкий сын. Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в луже копаться. А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, бегал себе по двору, не подумывая, не помышляя, что он кому-то перешел дорогу или поубавил счастья. Наконец, набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась боль в груди. И мальчик слег. Лечили его сначала травками, муравками, потом за доктором послали. Стал ездить доктор. Стали их давать мальчику по часам. То сама бабушка. А то Катерина Львовна попросит. Потрудись, скажет Катеринушка. Ты, мать, сама человек грузный. Сама суда Божьего ждешь. Потрудись. Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всеношной помолиться за лежащего на одре болезни отрока Федора?
или крайне обедни, часточку за него вынуть. Катерина Львовна сидит у больного и напоит его, и лекарство ему даст вовремя. Так пошла старушка ко всенощной и к вечерней под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Катерина Львовна зашла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике, читает патерик. Что ты это читаешь, Федь? Житие, тетенька, читаю. Занятно. Очень, тетенька, занятно. Пора тебе, Федь. Лекарство. Пожалуйста, тетенька. Очень занятно, тетенька. Это от святых описывается. Ну, читай. Надо окна велеть закрыть. Ага. Окна закрыли? Закрыли. Значит, всенощная не скоро кончится. Праздник большой завтра. Долго будут служить. Сходить к Феде, он там один? Один? Да. Катерина Львовна сошла вниз. Прошлась по пустым комнатам. Везде все тихо. Лампады спокойно горят. Господи, возвах Тебя, услыши меня! Внегда взывахами к Тебе! Господи, возвах Тебе, молитва моя, я как одела пред Тобой, умоления моего, внегда взывахами к Тебе! Положи, Господи, молитва моя, я как одела пред Тобой! Воздеяние руку моею, жертва вечерняя! Положи, Господи, хранение устов моим, и Тебе, как рождение от устов моим! Не уклони, Господи, сердце мое в словеса лукавстве! Не пщевать и вины о гресях с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. По стенам разбегается ее собственная тень, а запертые ставнями окна начали оттаивать. Заплакали. Катерина Львовна вдруг побледнела. Собственный ребенок впервые повернулся у нее под сердцем. Что, тетенька? Ребенок. Ребенок впервые повернулся под сердцем. Пойдем? Что? Что ж взять? Ничего. Что ты это, Федя? Ох, чего-то, тетенька, я испугался. Чего ты испугался? Так кто это там с вами шел? Где? Никто со мной, миленький, не шел. Никто? Это мне верно так показалось. Тетенька, да что же это? С кем же там шепчетесь? Ни с кем. Тетенька, идите сюда. Я боюсь. Ляг. Я, тетенька, не хочу. Ляг, пора. Ляг. Да что это вы, тетенька? Не хочу я совсем. Я кому сказала, ложись. Кто это? Что это? Скорее.
Держи ровно. Чтоб не бился. Сергей взял Федю за ноги. И за руки. А Катерина Львовна одним движением накрыла детское личико большую пуховую подушку и сама навалилась на нее упругую, крепкую грудью. Минуты 4. Кончился. Прошептала она и только что привстала, чтобы привести все в порядок. Как стены тихого дома затряслись. Стены затряслись. Окна дребезжали. Окна дребезжали. Полы шатались. Цепочки висящих лампад вздрагивали. Вздрагивали цепочки. И ходили по стенам тенями. Тенями ходили. Зиновий Борисович. Зиновий Борисович. Где? Вот. Над нами. Зиновий Борисович! Где? Вот над нами. Железным листом пролетел. Дурак! 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 С этими словами она уложила мертвую голову ребенка в самой естественной спящей позе. Теперь было совершенно понятно, что в окна со всех сторон стучали, кто-то ломился в дверь. Наш народ набожный, церкви Божьей рачительный. И по всему поэтому народ в свою меру художественный. Благолепие церковное и стройное органистое пение составляют одно из самых высоких, самых чистых его наслаждений. Там, где поют певчие, у нас собирается чуть не половина города. Мастеровые, молодцы, рабочие фабрик, заводов, сами хозяева со своими половинами. Все набьются в одну церковь. Каждому хочется хоть на паперти постоять. Хоть под окном на пеклом жару или трескучем морозе послушать как. Органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные башлаки. Судебно-медицинским вскрытием было установлено, что Федя
умер от удушения. Подведенный к его трупу Сергей при первых словах священника о страшном суде и наказании нераскаянном расплакался и чистосердечно сознался не только в смерти Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисовича. Тело мужа Катерины Львовны, зарытое в сухом песке, еще не совсем разложилось. Его достали и уложили в большой гроб. Своей соучастницей в обоих этих преступлениях Сергей назвал молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала: я ничего такого не знаю и не ведаю. Сергея заставили уличить ее на очной ставке. Выслушав его показания, Катерина Львовна посмотрела на него с удивлением, но без гнева, и сказала: если ему охота была сказывать, я запираться не стану. Я убила. Для чего же? Спрашивали ее. Для него. Когда в Острожной больнице ей там подали ее ребенка, она только сказала: ну его совсем. Для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радости. Она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. И только вот единственное, хотела видеться со своим Сережечкой, идти с ним вместе дорогой, постоять с ним, обнявшись часок. Катя моя. Ноги от коленки до самой щиколотки.
так и гудут. Вот когда чулочки шерстяные поддеть, так и то легче. 3, 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потяни, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, давай, еще, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потяни, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потяни, еще, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все, разойдись! Вперед! Давай, не зевай, да! Оп! Шип, не зевай, гребла! Не сдавай, будут пешки! Наши пешки! Господи, что вы пьете? Она ж больная. Ты бы вместо того, чтобы углы со мной по коридорам обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что Унбер отдала. А мне, Сереж, все равно. Лишь бы тебя видеть, Сереж. Чулочки. 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 Жизнь ты свою проклял бы, не то что свидание. Чулочки. Это тебе. Ничего будет. Ивановна, выйди ночью ко мне на минуточку ночью. Дело есть.